like a bullet train. Всем привет, с вами Страйкбольная кухня, и сегодня я хочу показать вам новинку от компании НПО АЕК, которую они анонсировали еще в июне 2017 года. И вот спустя чуть больше 2 лет они воплотили ее вживую. Сразу оговорюсь, что данное видео будет посвящено только внешке и тем болячкам, которые я уже успел заметить. Запаситесь терпением, так как это будет очень объемное видео. Начнем с поставки. Поставляется он, как обычно, в картонной коробке с минимальной полиграфией. На коробке информация о производителе, модели, серийном номере и приложенный сертификат для транспортной компании. Заказывал я его напрямую, минуя всех дилеров. Мне так было спокойнее на стадии предзаказа и внесения предоплаты. Минимальный комплект поставки включает в себя сам ПП, один механический магазин, инструкцию и заверенную копию сертификата. Принцип действия привода АЕК. Если верить бирке, то выхлоп моего ПП составляет 73 метра в секунду при массе шара 0,20 грамм. Давайте это проверим. Возможно, я рукожоп, но самый удачный выстрел показал около 71 метра в секунду. Для себя я заказал сам ПП за 33 900 рублей, 6 механических магазинов по 1470 рублей каждый и аккумулятор за 1200. Ну и конечно же отдельно можно дозаказать ряд других допов, например, длинные механические магазины вместимостью на 90 шаров, стоимость 1470 рублей. Стальная резпланка на цевье, может устанавливаться как с правой, так и с левой стороны, стоимость 1190 рублей. Макет ПБС, выполненный из дюрали, длина 240 мм, вес 245 грамм, стоимость 3390 рублей. Дульная насадка с планками Пикатини, выполненная также из дюрали, длина 100 мм, вес 125 грамм,
Стоимость 3390 рублей. Для перфекционистов можно заказать даже защитный ударопрочный кейс, почти подходящий под этот ПП. Его размеры 415 на 325 и на 170 мм. Стоимость 9990 рублей. Лично для себя и для игры в CQB эти допы показались мне излишними, а кейс за почти 10 тысяч рублей излишне дорогим. Кстати, я очень хотел быть в числе первых, кто его получит, и по счастливому стечению обстоятельств мне достался именно первый серийный экземпляр. Прелюдия затянулась, поэтому давайте побыстрее перейдем к внешнему осмотру самого ПП и некоторых его допов. Начнем с самого ПП. Внешне он очень похож на боевой SR2M Вереск, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Общая длина реплики с разложенным прикладом составляет 625 мм. Но если приклад сложить, длина составит всего 380 мм. По информации из открытых источников, боевой ПП имеет размеры 603 мм с разложенным прикладом и 367 мм со сложенным. Вес привода с магазином около 2 кг, вес боевого ПП с магазином 1 кг 650 грамм. Материал изготовления корпуса – сталь. Вживую это ощущается выше всех похвал. Кто когда-нибудь держал в руках боевой SR2M, меня поймет. Давайте сразу проверим, какие его части на самом деле магнитятся. Рукоятка затвора, предохранитель и корпус выполнены из стали. Приклад полностью стальной. Спусковой крючок. Кнопка сброса магазинов стальные. Рычаг складывания тактической рукоятки стальной. Дульник выполнен из стали. Колодка мушки и целик также стальные. Планка Пикатини стальная. Антапка выполнена из стали. Переводчик огня и крышка ствольной коробки также стальные. В целом можно сказать, что привод выполнен почти полностью из стали. Цевья и рукоять выполнены из пластика, причем именно методом литья, а не методом 3D-печати, что лично меня приятно удивило, так как на первых образцах эти детали были выполнены именно из 3D пластика. Как я уже говорил ранее, ПП поставляется с одним механическим стальным магазином коробчатого типа на 90 шаров. По внешнему форм-фактору он повторяет боевой длинный магазин на 30 патронов. Внутри стального корпуса магазина полимерная вставка превосходного качества, изготовленная методом литья. Хотя фактически объем загрузки магазина у привода 90 шаров, но производитель рекомендует заряжать его чуть меньше, около 75 шаров, так как тесты показали, что при полной загрузке могут появляться пропуски при выстреле. Теперь касательно маркировок, заклепок и штифтов. НПО постарались максимально точно повторить их расположение. Если по маркировкам у меня нареканий нет, то касательно штифтов в виде стержней от алюминиевых заклепок и винтов вместо заклепок у НПО это уже не получилось. Но это уже больше мои придирки, чем претензии. На этом пока все. Спасибо за внимание. Это конец первой части. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. Всем пока.